Здравствуйте, друзья! Наступает осень, и, возможно, кому-то будет актуально обзор о тепловентиляторе. Скоро будет холодать, тепловентилятор вещь нужная. Расскажу его плюсы, его минусы. У меня лично дома тепловентилятор фирмы Philips. Он очень давно у меня куплен, но ему точно лет 10 уже есть. Его главное преимущество — это качественный материал, пластик, который не плавится, хорошая спираль, есть датчик температуры, то есть он может поддерживать заданную температуру в вашей комнате. Тепловентиляторы бывают двух типов. Они бывают вертикальные, которые также могут дуть и холодным воздухом. Такой суррогат вентилятора получается обычного, но это не выход. Если вам нужен вентилятор на лето, лучше купите обычный вентилятор. Тепловентилятор — это все-таки отдельный прибор, он должен давать тепло. Так вот, вентиляторы есть горизонтального и вертикального типа. Данный вентилятор является горизонтальным, и, на мой взгляд, он намного практичней, чем если бы он был вертикальный. С обратной стороны тепловентилятор выглядит таким вот образом. Имеет 4 ножки, на которые он ставится. У него есть шилда, на которой написана модель. Название этого тепловентилятора — это Philips HD3346A. Его мощность от 2000 до 2400 Вт. Сейчас вот покажу, чтобы шилду было лучше. За ножки можно прятать провод в лишнюю длину. Это вот таким вот образом делается. Вот. Вот видите, провод, получается, прячется за специальные штучки на ножках. Провод достаточно длинный у этого тепловентилятора, около 2 метров. Также спереди есть вот такая вот планочка, которая защищает провод от перегрева, чтобы он не вылезал перед тепловентилятором спереди. Здесь все сделано грамотно, все очень удобно. Вот, то есть надо, больше провода вытащили. Не надо, сложили за ножки, спрятали. Таким вот образом. Сам провод имеет длину около 2 метров. Здесь стандартная евровилка. Ну, вот такой вот переходничок можете купить, если у вас розетка не подойдет под евро. Желательно на 16 ампер. Меньше расплавится, поскольку вещь мощная. Это все-таки нагревательный прибор. Поэтому с переходником смотрите, 16 ампер, не меньше. Без переходника вилка выглядит вот так вот. Достаточно удобная. Тоже надежная. Это просто уже доказано годами. У данного тепловентилятора есть два режима работы. Это экономичный режим, когда задействованы не все нагревательные элементы. Ну и, соответственно, он ест меньше питания. Этот режим хорош для поддержания температуры в комнате. Вот это экономичный режим. А второй режим — это максимально, когда дует очень горячий воздух. И также вот такой вот простенький термостат, которым регулируется температура. То есть, вот вы включили этот тепловентилятор, смотрите, допустим, в комнате стало 20 градусов тепла. Ведете этот термостат назад, он отщелкнется и выключится. Как только температура в комнате упадет на пару градусов, он опять включится, нагреет до 20 градусов и опять отключится. То есть его можно на постоянку держать, не бояться, что он там перегреет комнату. Его даже можно для гаража использовать, поддерживать температуру постоянную. Ну а теперь к вопросу о том, почему я советую, если покупать тепловентилятор, брать все-таки его вот в таком вот формате горизонтального нагрева. Потому что тепловентилятор — это
не радиатор, это не батарея, от которой идет тепло. И весь теплый воздух всегда идет вверх. Поэтому чем ниже будет он дуть по полу, тем теплее будет в комнате. Он просто прогревает пол, его ставить именно на пол надо всегда, когда холодно. Тогда это будет идеально нагреваться помещение. Если он был вот в таком вот формате, отсюда бы дул, то вот это вот все внизу было бы холодное. Пол бы у вас в квартире был холодный. А так прогревается все. Поэтому рекомендую все-таки обратить внимание на вентиляторы такого типа. И если это не Philips, то какой-нибудь очень хороший бренд. Потому что были прецеденты. Покупали и Benetton вентиляторы мы на работе брали, и других марок, менее известных брендов. У них либо плавился пластик, либо выходили тены из строя со временем. Вот. Он не так, кстати, дорого стоит, этот вентилятор. Но он очень надежный, а надежность, извините, это тоже важно. Вы можете на ночь его оставить, уснуть. И не надо, чтобы он там оплавился или тен там перегорел. Поэтому вот тут вот не экономьте на фирме. Ну а сейчас я вам покажу непосредственно, как он работает. Я его включил в розетку. Вот он просто стоит на полу. Включаете на экономичный режим. Это он дует теплым воздухом сейчас. Вентилятор закрутился. Звук он, конечно, издает. Это такой шум. Наверное, сродни шуму обычного вентилятора на 2-3 скорости. Так что шуметь он будет, к сожалению. Бесшумно он. Все вентиляторы, тепловентиляторы работают с шумом. И из-за спирали немного жгут воздух. Вы это должны понимать. Вот на 2 скорости. В принципе, ничего не происходит, просто воздух намного горячее. А вот термостат. Вот он щелкнул. Чуть-чуть мы его назад отодвинули. И как только температура в комнате станет ниже, но она здесь не станет, потому что у меня сейчас в квартире тепло, но если бы было холодно, температура упала бы, и он автоматически включился и догнал опять до заданной температуры. До той, при которой вы выключили его. Вот, кнопочка горит все время, что он включен в сети в работе. Ну, а это вы его выключили. Вещь полезная. Батарея радиаторная, конечно, намного лучше. Она воздух не сжигает. Единственное, что она чуть дольше нагревает квартиру. Но при этом просто она больше занимает место. Опять же, если вам нужен такой маленький предмет, или опять же, если его в гараж поставить, то очень хорошая, достойная вещь. Надеюсь, кому-то был полезен обзорчик тепловентиляторов. Еще раз напоминаю, тепловентилятор называется Philips. Комментируйте. Пишите ваше мнение о тепловентиляторах, какой вы считаете лучшим. На этом с вами прощаюсь. Пока. До новых встреч. Спасибо, что подписались на мой канал.